18 мая представители бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщили, что у него диагностировали рак простаты 4-й стадии с метастазами. СМИ тут же задались вопросом, а как такое распространенное в возрастной группе Байдена заболевание не было выявлено раньше? Почему 4-я стадия сразу? Или все-таки диагноз был известен еще тогда, когда Байден занимал пост президента? Высказался по теме и Трамп. Он сразу пожелал Байдену выздоровления и высказал свое сочувствие. Но в ответ на просьбу журналистов прокомментировать новость, он назвал диагноз печальным и добавил, что ранние признаки болезни, скорее всего, прошляпил тот же врач, который прежде заявлял, что у Байдена все в порядке с когнитивным здоровьем. И все бы ничего. Но примерно в разгар обсуждения вышла книга Джейка Таппера и Алекса Томпсона «Original Sin» – «Первородный грех». Это масштабное журналистское расследование. Собирая материалы, авторы проинтервьюировали почти 200 человек, от членов Конгресса и высокопоставленных сотрудников администрации до предвыборной команды Байдена. И в итоге они пришли к выводу. Первородным грехом выборов 2024 года стало решение Байдена баллотироваться на новый срок. Именно за ним последовали агрессивные попытки скрыть ухудшение когнитивных способностей президента, которые стали очевидны для окружения Байдена задолго до того, как о них узнала общественность. И тут важно отметить, авторы книги вовсе не журналисты лояльного Трампу Fox News. Таппер – ведущий одного из самых либеральных телеканалов CNN. Томпсон – политический корреспондент издания Axios, которое также не имеет отношения к консервативному лагерю. «Первородный грех» – одна из важнейших политических книг, которые выходили за долгие годы. Это абсолютно адовая история, и я посчитал необходимым вам ее рассказать. Мы посвятим этому сегодня целую передачу. И история эта настолько говорит сама за себя, что выводы мы сегодня тоже предлагаем вам сделать самим. Прежде чем начнем, напомню, что в описании у нас инструкция, как обходить блокировки и замедление YouTube в России. У этой рубрики есть спонсор Liberty VPN. Через них можно бесплатно быстро смотреть YouTube месяц. Пробный период у них месяц. А мы начинаем. Объясняя, почему Байден принял решение идти на второй срок, Таппер и Томпсон пишут: Байден всегда считал себя человеком, который может преодолеть любые утраты, болезни и трагедии. Вставайте! Для меня это первый принцип жизни, основополагающий принцип и урок, который вы не сможете получить у ног ни одного мудреца. Вставайте! Искусство жизни — это просто вставать после того, как вас сбили с ног. Джо Байден пережил гибель жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. Перенес 2 аневризмы в 1988. Потерял старшего сына Бо в 2015 и годами сталкивался со скандалами вокруг младшего сына Хантера. На момент своей инаугурации в 2021 году Байдену было 78 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. А впервые в Сенат он был избран в 1972 году в возрасте 29 лет. То есть к моменту вступления в должность он занимал выборные должности уже более полувека. Во время кампании 2020 года Байден говорил, что воспринимает себя как эдакий мост лидера, за которым придет новое поколение. Ограничиться одним сроком Байден публично не обещал, но многие и в партии, и в обществе воспринимали его как временного лидера, задача которого – помочь стране пережить опасный период, победить Трампа, а затем передать власть молодым. На подобные выводы наталкивала и сама реальность. Авторы книги пишут: звучит ужасно, но пандемия стала одним из лучших событий, которые могли произойти с кампанией Байдена. По признанию советников, антиковидные меры сыграли ему на руку. Они сомневались, что Байден мог бы иначе поддерживать темп кампании. Благодаря антиковидным ограничениям Байден мог избежать изнурительных поездок и вести кампанию удаленно из Уилмингтона. Он мог отдохнуть. В общем, наблюдая реальное положение дел, мало кто из окружения президента мог подумать, что он пойдет еще и на переизбрание. Но в апреле 2023 года Байден официально объявил о выдвижении на второй срок. Ему было 80 лет. По словам Таппера и Томпсона, решению этому поспособствовали 2 группы людей. Первая – семья, особенно жена Джилл Байден, считавшая, что миссия Байдена еще не завершена. Вторая группа – ближайшие советники, которых в книге называют политбюро. В частности, Майк Доналан и Стив Ричетти. Советники старались быть прагматичными.
Байден однажды уже победил Трампа, команда у него сильная, система работает. Слабый голос едва шепчет, ну подвинем микрофон. Шаркает ногами, ну поработаем с походкой. Пропускает встречи, ну перестроим график. Со временем график Байдена действительно все чаще и чаще переделывали. Все срочные дела старались решать с 10 до 16 часов. К этому времени подгоняли публичные мероприятия, встречи и выступления. В 5 вечера Байден уже отправлялся в президентские покои и за редким исключением оставался там до утра. Президентская должность требует способности принимать решения в 2 часа ночи в условиях кризиса. В 2024 году, по словам министров его собственного кабинета, на Байдена уже нельзя было положиться в таких ситуациях. Все более осторожными становились и публичные выступления. Тексты речей сокращались, а иногда и вовсе заменяли их письменными заявлениями, ведь президент не сможет долго выступать. Байден все чаще носил кроссовки, и даже маршруты к сцене просчитывались. Чем короче путь, тем лучше. Ступеньки только с перилами. Презентации с подробной визуальной схемой, чтобы Байден знал, куда и как двигаться. Все это быстро стало частью рутины, адаптации к ограничениям главы государства. В какой-то момент, чтобы президент хотя бы на видео выглядел бодрее, звучал четче и не казался потухшим, в дело пришлось вмешиваться одному из величайших режиссеров планеты. За кулисами компании Байдену помогал Стивен Спилберг. Он настраивал свет, звук, микрофоны, даже лично инструктировал Байдена перед важнейшими выступлениями, включая ежегодное послание Конгрессу. И это не единственный эпизод с участием голливудских знаменитостей. Одним из самых известных сторонников Байдена был Джордж Клуни, которому предложили провести крупное фандрайзинговое мероприятие в июне 24-го. График Клуни был катастрофически загружен. Он снимался для Netflix в Лондоне и в Тоскане. Но ему таки удалось прилететь буквально на несколько часов. Мероприятие в итоге станет невероятно успешным и побьет все рекорды. На нем соберут $30 миллионов. Но прямо перед началом произойдет инцидент. При встрече с Байденом Клуни увидит, тот словно прожил целое десятилетие с момента их последней встречи в 22-м. Президент передвигался с трудом, повторял одну и ту же фразу «Спасибо, что пришли». И что самое страшное, Байден не узнал Клуни, пока ему не подсказали напрямую. Это было ненормально. Этот момент, когда ты встречаешь знакомого, особенно известного человека, который устраивает для тебя чертов сбор средств, и узнаешь его не сразу. Это было неловко. Клуни был потрясен. Он знал, что у Байдена проблемы с походкой, но то, что он увидел, выходило далеко за рамки таких проблем. Не менее тревожными становились многочисленные случаи забывчивости. Байден путал имена и должности. Иногда не мог вспомнить людей, с которыми работал много лет. В книге приводятся эпизоды, когда он забывал имя давнего советника, того самого Майка Доналана, а также советника по нацбезопасности Джейка Салливана, директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, а также Джейми Харрисона, председателя Национального комитета Демократической партии. Однажды, выступая публично, Байден назвал Владимира Зеленского Путиным. И эта оговорка, разумеется, сразу попала в заголовки. В другой ситуации Байден перепутал министра здравоохранения с министром внутренней безопасности. А на встрече, посвященной абортам, спутал Алабаму с Техасом. Подобные случаи становились все более частыми. Сейчас продолжим. Сначала небольшая реклама. Недавно Уоррен Баффет выступил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, где осудил тарифную политику Дональда Трампа. Но вместе с тем Баффет оценил перспективы американской экономики оптимистично. Это одна из ведущих экономик мира, и так запросто своих позиций США не утратит. Что значит, если вы высококвалифицированный специалист, то в США ваша зарплата будет высокой, а перспективы хорошими. Поэтому, если вы такой человек, стоит подумать о получении визы талантов Соединенных Штатов. Компания Шамаев Business Law предлагает бесплатный разбор, который поможет вам понять, соответствует ли ваш профессиональный опыт критериям визы талантов. Все, что от вас нужно, потратить 15 минут вашего времени на заполнение анкеты, подождать 2 рабочих дня и получить заключение лицензированного адвоката о том, какой тип визы талантов вам подходит, или расширенные рекомендации, как можно усилить ваш кейс. Если что, для визы талантов вам не нужно быть Нобелевским лауреатом или обладателем Оскара. Вы можете быть ученым, айтишником, блогером, фотографом или специалистом из бьюти-сферы. Так что попробуйте, заполните анкету и получите подробный разбор.
Шамаев Business Law на рынке уже более 10 лет. У них более 3000 одобренных кейсов. А все потому, что у них есть отлаженный процесс для получения виз талантов в США, и кейсы клиентов готовит лично адвокат. Ваш кейс не будут передавать из рук в руки адвокатов-партнеров, как это бывает в многих других компаниях. Плюс эксперты Шамаев Business Law постоянно мониторят изменения в иммиграционной политике, что сейчас особенно важно. Компания не берет в работу кейсы, которые не пройдут по критериям. Поэтому вам после разбора прямо скажут, есть ли у вас шанс или нет. Кстати, что важно, Шамаев Business Law не только помогает с подготовкой кейса, но и сопровождает клиентов и после одобрения иммиграционной службы. Это очень важный этап, который тоже может повлиять на то, получите вы визу или нет. Поэтому переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на бесплатный разбор от Шамаев Business Law. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Так вот, случаи забывчивости Байдена становились все более частыми. Кто-то из окружения объяснял это усталостью, кто-то отшучивался, но все чаще это становилось предметом обсуждения и беспокойства. Особенно среди демократов, которые видели президента не только по телевизору. Остальные получали заверения: «Он в порядке, он в порядке, он в порядке». Авторы книги напоминают, утверждая, что все в порядке, семья Байдена скрывала и рак мозга у его сына Бо, пока тот тайком лечился и продолжал работать генпрокурором Делавера. А еще один важный эпизод, который упоминает книга – расследование спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем обращении Байдена с засекреченными документами. Расследование началось после того, как в 2022 году в офисе и доме президента были обнаружены секретные документы, которые он продолжал хранить, не имея на то законных оснований. В октябре того же года Байден дал интервью команде Хёра, в котором постоянно путал даты, не мог вспомнить, когда был вице-президентом, в каком году был избран Трамп и даже в каком году умер его сын Бо. What was happening though, when Bo died, May 30th, 2015. Was it 2015 he died? 2015. I think it's 2015. I'm not sure the months, but I think that was Yeah. That's right, Mr. President. Интервью и сопутствующие данные привели Хёра к выводу: Байден почти наверняка умышленно сохранял и раскрывал секретную информацию. Однако уголовное дело спецпрокурор возбуждать не стал. Он посчитал, что присяжные, скорее всего, воспримут Байдена как симпатичного, добродушного пожилого человека с плохой памятью. И добиться обвинительного приговора будет невозможно. Именно эта формулировка вызвала резко негативную реакцию со стороны Белого дома. Хёра просили не публиковать фрагменты отчета, касающиеся когнитивных ограничений Байдена, называя их юридически нецелесообразными. И обвинили прокуратуру в дискредитации президента. Однако отчет все равно вышел в свет. После публикации доклада Хёр оказался под огнем с обеих сторон. Республиканцы обвиняли его в том, что он не предъявил обвинений, несмотря на наличие записей, а демократы в том, что он подорвал доверие к президенту. Позже Хёр не мог найти постоянную работу еще несколько месяцев. На фоне происходящего команда Байдена стала более агрессивна по отношению к СМИ, которые поднимали тему его возраста и здоровья. Каждый раз, когда выходила негативная статья о возрасте Байдена, Белый дом настойчиво просил сотрудников штаба атаковать журналистов. Мы должны были публично критиковать репортеров, обвинять их в двойных стандартах и выдвигать обвинения в эйджизме. 27 июня 2024 года состоялись печально известные дебаты с Дональдом Трампом, где Джо Байден продемонстрировал заметные проблемы с концентрацией и речью. Штабу Трампа даже не пришлось ничего говорить в ролике, который они выпустили после дебатов. Они просто нарезали там то, что реально отвечал и делал Байден. Вот посмотрите. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, we're trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice, the idea that they're gonna. I'm proposing that everybody the millionaires pay 1%. So no one I've not raised the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was
vice president down to a 6. And wants to get away with, get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. После этого в Демпартии началась паника. Многие влиятельные демократы, включая более 30 членов Конгресса, публично призвали Байдена отказаться от участия в выборах. Несмотря на первоначальное сопротивление, 21 июля президент объявил о снятии своей кандидатуры и поддержке Камалы Харрис в качестве преемника. Харрис официально вступила в гонку, но проиграла выборы Трамп, а Байден выразил сожаление о своем решении, полагая, что все же мог бы победить. Авторы книги отмечают, в истории США уже бывали ситуации, когда президенты скрывали проблемы со здоровьем. Джордж Вашингтон болел настолько тяжело, что это сказывалось на его слухе и зрении. Жена, врач и секретарь Вудро Вильсона целый год скрывали истинное состояние здоровья президента после инсульта. Джон Кеннеди врал, что не болен болезнью Аддисона, а во время Карибского кризиса принимал целую смесь препаратов от недомоганий. И до сих пор неизвестно, когда у Рональда Рейгана на самом деле начались симптомы болезни Альцгеймера. Попытки скрыть или преуменьшить проблемы со здоровьем у американских президентов не новость, но случай Байдена, возможно, самый серьезный по своим последствиям. После прочтения книги не остается сомнений. Об ухудшающемся состоянии Байдена знали огромное количество людей. И все равно молчали. Не потому, что хотели зла, а потому что альтернатива пугала сильнее. Потому что Байден хотя бы предсказуемый, а Трамп – угроза демократии, по мнению этих людей. Потому что всегда можно было найти объяснение. Не время для сомнений, все под контролем, главное – победить. Но в итоге именно решение переизбираться сделало неизбежным то, чего Байден и его команда боялись больше всего. Избрался Трамп. История эта лишний раз напоминает. Лидерство – это не про личные амбиции, а про ответственность. Про способность вовремя уйти. Про то, что будущее все равно наступит. С тобой или без тебя. До завтра.